Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о катастрофе, которая может стать одной из самых разрушительных в истории Соединенных Штатов. Речь идет о мегаземлетрясении в зоне субдукции Каскадия, геологической бомбе замедленного действия, которая уже однажды изменила ландшафт Тихоокеанского северо-запада и, по мнению ученых, неизбежно сделает это снова. Это не вопрос «если», а вопрос «когда». Давайте разберемся, что такое зона Каскадия, почему она так опасна, как ученые предсказывают катастрофу, и что мы можем сделать, чтобы подготовиться. Погрузимся в эту тему с головой, ведь она заслуживает внимания не только из-за своей масштабности, но и из-за тех уроков, которые мы можем извлечь из прошлого. Начнем с исторического контекста. Представьте себе, 26 января 1700 года. В этот день у побережья современных США произошло землетрясение магнитудой 9 баллов, одно из самых мощных в истории человечества. Это событие вошло в десятку крупнейших землетрясений, когда-либо зарегистрированных. Оно вызвало цунами, которое не только обрушилось на побережье от Британской Колумбии до Северной Калифорнии, но и пересекло Тихий океан, достигнув восточного побережья Японии. В то время этот регион был мало населен, и прямых письменных свидетельств о катастрофе почти не осталось. Но благодаря работе ученых, которые буквально по крупицам собирали информацию, мы знаем, что произошло. Как они это узнали? Геологи изучали годичные кольца деревьев на побережье штата Вашингтон. Эти деревья, так называемые призрачные леса, погибли зимой 1700 года, когда соленая вода от цунами затопила их корни. Кроме того, японские хроники зафиксировали мощное цунами, которое обрушилось на их берега в тот же день, но без предшествующего землетрясения. Это так называемое сиротское цунами долгое время оставалось загадкой, пока в 1980-х и 1990-х годах исследователи не связали его с событиями на другом конце Тихого океана. Они даже определили точную дату – 26 января 1700 года. Это потрясающий пример того, как наука может воссоздать события, произошедшие более 325 лет назад, без прямых свидетельств. Теперь давайте разберем, что такое зона субдукции Каскадия. Это разлом, протянувшийся на 700 миль от северной части острова Ванкувер в Канаде до мыса Мендосино в Калифорнии. Здесь тектоническая плита Хуана де Фука медленно погружается под североамериканскую плиту. Этот процесс называется субдукцией, и он крайне важен, потому что именно такие зоны порождают самые мощные землетрясения на планете. Почему? Когда одна плита скользит под другую, она не движется плавно. На глубине около 18 миль плиты застревают из-за огромного трения. Это как если бы вы пытались протолкнуть два шершавых камня друг через друга. Они цепляются, создавая колоссальное давление. Когда это давление становится слишком большим, плиты резко сдвигаются, высвобождая энергию в виде землетрясения. Мегаземлетрясения, такие как то, что произошло в 1700 году, могут достигать магнитуды 9 баллов и выше. Чтобы вы понимали масштаб, землетрясение магнитудой 9 баллов высвобождает в миллион раз больше энергии, чем землетрясение магнитудой 5 баллов, и в 1000 раз больше, чем магнитудой 7 баллов. Это не просто тряска. Это событие, которое может сотрясать Землю от 6 до 10 минут. Для сравнения, большинство землетрясений длятся секунды. 10 минут непрерывной тряски – это как вечность, когда рушатся здания, ломаются дороги и мосты, а Земля буквально уходит из-под ног. Почему ученые так уверены, что катастрофа повторится? Геологические данные показывают, что мегаземлетрясения в зоне Каскадия происходят примерно каждые 200 тысяч лет. Последнее было 325 лет назад, так что мы уже в зоне риска. Исследователи изучают следы прошлых цунами, изменения уровня Земли и отложения в почве, чтобы понять, как часто происходят такие события. Например, на побережье Орегона и Вашингтона находят слои песка, которые цунами приносило с океана вглубь суши. Эти слои, как страницы книги, рассказывают историю катастроф, происходивших раз в несколько столетий. Но что делает следующее землетрясение таким пугающим? В отличие от 1700 года, сегодня Тихоокеанский северо-запад – это густонаселенный регион с мегаполисами, такими как Сиэтл, Портленд и Ванкувер. Около 15 миллионов человек живут в зоне потенциального поражения. Ученые прогнозируют, что землетрясение магнитудой 9 баллов может унести жизни более 13 800 человек,
а еще 107 тысяч могут получить травмы. Экономические потери оцениваются в $70 миллиардов, и это только начало. Здания будут разрушены, мосты рухнут, дороги и взлетно-посадочные полосы потрескаются. Связь, включая интернет и мобильные сети, будет прервана на месяцы. Электричество и водоснабжение могут отсутствовать от нескольких недель до полугода, особенно на побережье. Самое страшное последствие – это цунами. В 1700 году волны, вызванные землетрясением, изменили береговую линию. Сегодня цунами может обрушиться на побережье Вашингтона всего через 10-15 минут после толчка. Это практически не оставляет времени на эвакуацию. Представьте, вы на пляже, земля начинает трястись, и через несколько минут на вас несется стена воды высотой с многоэтажный дом. Для сравнения, цунами 2004 года в Индийском океане унесло жизни 280 тысяч человек, а в Японии в 2011 году более 20 тысяч. Каскадия может стать катастрофой аналогичного масштаба. Интересный факт. Геологи обнаружили, что зона Каскадия не всегда разрывается целиком. Иногда землетрясения происходят только на отдельных участках разлома, что снижает их мощность. Но если разлом разорвется по всей длине, а это около 620 миль, последствия будут катастрофическими. Ученые называют это полным разрывом, и именно такой сценарий вызывает наибольшие опасения. Как регион готовится к такому событию? Честно говоря, даже с учетом всех усилий, полная готовность невозможна. Власти знают об угрозе, и в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния проводятся учения по эвакуации и реагированию на катастрофы. Например, в Вашингтоне есть план, где аэропорт в Мозес-Лейк станет ключевым пунктом для доставки гуманитарной помощи, а аэродром Фэрчайлд – резервным. Но есть проблема. Инфраструктура региона не готова к такому удару. Большинство зданий, особенно старых, не соответствуют современным сейсмическим стандартам. Мосты на основных трассах, таких как межштатная автомагистраль I-5, могут рухнуть, отрезав поставки продовольствия и воды. Газопроводы, скорее всего, будут повреждены, а их восстановление займет месяцы. Интересно, что восточная часть штата Вашингтон, защищенная каскадными горами, пострадает меньше. Горы примут на себя основную энергию землетрясения, а цунами, если и дойдет до ущелья реки Колумбия, быстро потеряет силу из-за песчаных отмелей. Это делает Восточный Вашингтон ключевым регионом для восстановления. Оттуда будут отправлять помощь, принимать беженцев и координировать спасательные операции. Давайте посмотрим на уроки других мегаземлетрясений. В 1960 году в Чили землетрясение магнитудой 9,5, самое мощное в истории, унесло жизни около 1650 человек. В 1964 году на Аляске землетрясение магнитудой 9,2 вызвало цунами, убившее 140 человек. В 2004 году на Суматре погибло 280 тысяч человек, а в 2011 году в Японии – более 20 тысяч. Эти катастрофы показывают, что мегаземлетрясения особенно опасны из-за своей близости к поверхности и способности вызывать цунами. В случае Каскадии землетрясение будет происходить на глубине всего 18 миль, что делает его невероятно разрушительным. Но есть и хорошие новости. Современные технологии позволяют лучше прогнозировать такие события. Сейсмологи используют GPS-датчики и сейсмические станции, чтобы отслеживать медленное движение плит в зоне Каскадия. Это так называемое медленное скольжение, когда плиты смещаются на несколько дюймов каждые несколько месяцев, помогает ученым понять, как накапливается давление. Кроме того, системы раннего оповещения о землетрясениях, такие как Shake Alert, могут дать людям несколько секунд или минут, чтобы укрыться до начала сильных толчков. Так что же мы можем сделать? На индивидуальном уровне готовиться. Создайте запас еды, воды и медикаментов на несколько недель. Узнайте, где находятся ближайшие эвакуационные маршруты, особенно если вы живете на побережье. На уровне общества нам нужно инвестировать в сейсмоустойчивую инфраструктуру, модернизировать здания и мосты, развивать системы раннего предупреждения. Но, пожалуй, самое важное – это осознание. Мы не можем предотвратить землетрясение, но можем минимизировать его последствия, если будем готовы. Зона субдукции Каскадия – это напоминание о том, насколько хрупка наша цивилизация перед лицом природных сил.
Это не просто разлом в земле. Это вызов нашему умению предвидеть, планировать и восстанавливаться. Когда я изучал эту тему, меня поразило, как наука позволяет нам заглянуть в прошлое и предсказать будущее, но также напомнила, как мало мы порой можем сделать перед лицом стихии. И все же знание – это сила. Чем больше мы понимаем угрозу, тем лучше можем к ней подготовиться. Если вам было интересно, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Давайте распространять информацию, чтобы как можно больше людей знали об этой угрозе и были готовы к ней. А что вы думаете? Как бы вы подготовились к такому землетрясению? Пишите в комментариях, мне правда интересно узнать ваше мнение. И если хотите больше таких глубоких разборов, подписывайтесь на канал. До новых встреч и оставайтесь на яркой стороне.